Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Тортомания. В этом выпуске мы будем готовить знаменитую ириску. Или по-другому еще ее называют вареное сгущенное молоко. Для приготовления ириски нам понадобится всего два ингредиента. Это свежее молоко, не кипяченое, свежее, хорошего качества, чтобы было жирным, и сахар. Это два главных ингредиента. Этот продукт получается абсолютно натуральным, безвредным для маленьких детей, потому что здесь только молоко и сахар. Также можно использовать для изготовления кремов, соединяя с сливочным маслом, либо со сливками, ну и другими разными ингредиентами. Также просто можно кушать ложкой, потому что это невероятно вкусно. Можно использовать в прослойку к тортам, десертам в чистом виде. Чтобы избежать кристаллизации сахара, я рекомендую всегда добавлять 1 чайную ложку сиропа глюкозы или инвертного сиропа, или на крайний случай натурального меда. Этот продукт готовится очень просто. Для этого в сотейнике соединяем 1 литр свежего молока и 350 граммов сахара. Дополнительно, если у вас есть такая возможность, чтобы избежать кристаллизации сахара, добавляем 1 чайную ложку сиропа глюкозы или инвертного сиропа, или в крайнем случае натурального меда. Слегка смешаем наши ингредиенты перед тем, как мы будем ставить их варить, желательно до растворения сахара. И после этого ставим на средний огонь. После того, как мы дождемся, что молоко с сахаром начнет кипеть, можем спокойно его оставить без дополнительного контроля и уйти на 30 минут или заняться другим параллельным процессом. Процесс приготовления ириски происходит таким образом. Молоко с сахаром постепенно уваривается, в процессе меняется его цвет и плотность. Эта порция готовится по времени приблизительно 1,5 часа, если вам нужна такая же плотность. Если же вы хотите ириску более жидкую, то достаточно варить 1 час и 15 минут. Контрольное смешивание достаточно сделать 2 раза за первый час. После 1 часа масса заметно уменьшится в объеме, поэтому уменьшаем температуру до минимального и оставляем еще довариваться. Теперь желательно смешать массу через 15 минут. Можно сделать даже пробу, взять немножко этой массы, остудить и посмотреть, какой она плотности. Если плотность вас устраивает, то снимаем с огня. Если вам нужна мягкая ириска, более плотная, тогда еще продолжаем уваривать некоторое время. На последних минутах надо внимательно следить и уже смешиваем ириску намного чаще, чтобы она не пристала ко дну. После чего снимаем и оставляем на столе, чтобы она остудилась. На данный момент она уже не горячая, но пока еще теплая. В теплом состоянии она более жидкая, чем в холодном. Если будете готовить ирис вот такой плотности, то в итоге у вас получится 650 граммов готового продукта. Переливаем в какую-нибудь другую посуду, в которой будем хранить, накрываем пленкой и убираем в холодильник. Мягкую ириску можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 30 дней. По желанию, если вы хотите улучшить вкус мягкой ириски, сюда можно добавить щепотку соли и щепотку ванилина. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Готовьте с удовольствием и пишите свои комментарии. Всем до свидания, до следующего выпуска.